«Не могу забыть» – так называется первая книга Адили Аббас Оглы. Это книга воспоминаний пожилой женщины, которая сначала жила в семье легендарного абхазского деятеля Нестора Лакоба, а потом прошла через эпоху сталинских репрессий, не оставила равнодушным никого, кто ее прочитал. Недавно вышла новая книга «Моя Абхазия, моя судьба», более расширенная и дополненная архивными материалами. Дочка абхазки и иранца, приехавшего жить в Абхазию в конце XIX века, Адили Аббас Оглы в 15 лет вышла замуж за брата Сарии, жены Нестора Лакоба. Сария сыграла большую роль в ее жизни. Родная тетя Адиле была дружна с женой Нестора. Адиле вспоминает, как она впервые попала в дом Лакоба, когда была еще совсем маленькой. То время, когда после свадьбы Адиле жила в семье Сарии Нестора, было самым счастливым временем в ее жизни. Однако счастье длилось недолго. 1937 год. Смерть Нестора, арест мужа, отца, Сарии. Работу машины сталинских репрессий Адиле в полной мере почувствовала на себе и описала все в своей книге. Как и все, кто был в окружении Нестора, объявленного врагом народа, она прошла через сырые камеры, этапы, бесконечные допросы, НКВД и ссылки. Из всего близкого окружения Лакоба Адиле единственная, кто остался в живых после этого кошмара. Адиле не считает себя писательницей. Она уверена, что это был ей долг рассказать миру о том, как был убит Нестор Лакоба, и том, что пришлось пережить его близким. В книге много и светлых моментов. Несмотря на свои 90 лет, Адиле помнит мельчайшие подробности своей детской жизни в Сухуми. До 1937 года из всех советских республик Абхазия, благодаря стараниям Нестора Лакоба, была самой свободной. Светская жизнь в Сухуми бурлила до тех пор, пока не начались репрессии. Прошлое редко оставляет Адиле Аббас Оглы. Особенно часто прошлое возвращается к ней во снах. Чаще всего Адиле снится Сария.
Да.